сделаем все, что в наших силах, чтобы доставить вам удовольствие. Но во многом атмосфера спектакля зависит от вас. Просим не выключать ваши телефоны. Наоборот, просим вас снимать и делиться постановкой с вашими друзьями. Но куда без ограничений. Некоторые эпизоды постановки построены на прямом взаимодействии со сценой или зрителем. Просим вас не пугаться, не располагать сумки в проходах по бокам от вас, а также на полу перед вами. Если вам кажется, что вы выпускаете действие, происходящее за вашей спиной, не оборачивайтесь. Некоторые сцены построены специально для восприятия вслепую. После окончания спектакля вы можете пройти на сцену и устроить маленькую фотосессию, а также взаимодействовать с реквизитом. Многие предметы, использующиеся в спектакле, не просто объекты, а настоящие вещи, наполненные живыми чувствами. Дневники, скетчбуки, деловые бумаги – все было подготовлено специально для постановки, и вы можете это оценить сами. Не упустите возможность познакомиться с миром портрета глубже. Сейчас вы получите цветы. Рассказать об их предназначении мы не можем, но в нужный момент, дабы не создавать лишний шум и переговоры, просим вас передать цветок крайнему порядку. Во время антракта просим вас покинуть зал. При повторном входе обязательно покажите билет. Судя по всему, мы готовы начинать. Глубокий вдох, приятного просмотра. Того, что выливаешь предметы и суть душевных мук на листок бумаги темный, так потому что экологичнее. Строка за строкой, да не менее рук. Окрыленной мечтой затеряться в пейзажах Йотаку Мияги, твое худосочное или не очень тельце на пути проблем решения становится, мать его, тоже статичным. Привет, извини. Ничего себе. Спасибо. Ты садись, я заработалась просто совсем. Заказ просто пытаюсь доделать перед отъездом. Каким отъездом? Родители. Понимаешь, они меня весь год уже ждут, а тут учеба закончилась, и я наконец не могу видеть. Тем более папа про какой-то сюрприз говорил. Вот. Знаешь, как говорил один великий поэт, Что? я не хочу с тобой расставаться, ведь это словно перестать дышать. Нереально ты, я готов взорваться все от того, что не могу тебя обнять. В разлуке мы стареем и тоскуем, за день на год, за ночь на 10 лет. Но с каждым днем любить сильнее будем. И ждать, пока твой лик во сне придет ко мне. Но ты же пошутила, я могу поехать. Нет. Ну понимаешь, что мой папа не недолюбливает тебя. Ты сам виноват, ты помнишь эту ситуацию. Мама, она хоть как-то, а отец нет. Он такое ощущение не прощает. Ничего, ладно. Ладно, все нормально. Я вообще тебя перед отъездом скажу порадовать. Солнце, ты во сколько летаешь? Завтра в 6 вечера. Хорошо, буду. Точно? Да, все.
Как думаешь, придет? Должен. Откуда такая уверенность? Ты сама все слышала. Он сказал придет, значит придет. Вообще, почему я должна в этом сомневаться? Когда на всей земле погаснут фонари, станцуют все танцовщицы канкана и сникнут во преддверии зари. И будут сделаны дела из спетой песни, и станет нужным лишь сказать слова. Только тогда с тобой он станет честен. Придет он к той, которая ждала. И тот, кто без любви уже сломался, помчится на такси в летующую стужу. И тот, в ком кто-то так нуждался, найдет того, кому он был так нужен. Как феникс запоет тогда любовь, восстанет трепетно из тлеющего пепла, ударит током в ледяную кровь. И все деревья зацветут омелой. Заканчивается посадка на рейс АС-2804. Антария, Портланд, компания Alaska Airlines. Опаздывающие пассажиры, пожалуйста, немедленно пройдите на посадку. Я бы набила твой лик на предплечье. Ты бы чернила метел по бумаге. Если любовь — это нечто не вечное, значит и смерть во благо. Я прозябаю в зиме одиночества, я привыкаю, а это и страшно. Все это выпьется, все это кончится, значит и я однажды вышлю себя самолетом из города, встречу рассвет, турбулентность закружит. Если я вздернута, если я в спор, это значит судьбе так нужно. Смотрят в меня ядовитыми пулями взглядов, им впору всем к черту катиться. Если любовь — это нечто разумное, значит и в ней нет смысла. В воспаленном мозгу столько прошлого, что актуальным мыслям безумно тесно. Смешно и мерзко, как наблюдение перелома. Согласно инструкции, здесь абсолютно точно необходимо жить. Доброе утро. Я написала тебе стихотворение. Хочешь послушать? Мы пронесли свою любовь через года. И ход времен, ты мне поверь, ее не тронет. И даже ветер в призрачной погоде не унесет ее туда, где холода. Мы пронесли свою любовь через года,
через снега пустыни, мраморную стужу, и ворон, что как ночь над нею кружит, не прикоснется к ней, пока живет душа. Мы пронесли свою любовь через года, через туманы, что стоят теперь стеною, метель, что волком воет за спиной, не прикоснется к ней мой ангел никогда. Мы пронесли свою любовь через года, и дальше понесем, пусть даже будет трудно, и пусть другие говорят, что безрассудно. Мы пронесем свою любовь через века. Да. Нет, не видели. О, Боже мой! Случись такое Подожди, с нашей подожди. дочерью! Подожди, я ее где-то видел. Привет, родная. Давай чемодан. Так, Так, ты мне обещала показать свои работы. Ой, да, точно. Я взяла. так. Так волнительно тебя ждали. Сколько мы виделись-то? Ну вот, Целый год год прошел. Ну, когда бралась? Да нормально, ты знаешь, но у меня до сих пор такое ощущение, что забыла что-то. Чемодан просто в спешке собирала. И вот. Что вот? Он меня не проводил. Как? А я тебе всегда Не говорю. надо действовать ей на нервы. Не хочет говорить, пусть не рассказывает. Лучше расскажи о работе. Устроилась куда-нибудь? Да. Я картины на заказ рисую. Правда, из-за учебы времени на все не хватает. Может, посмотри. Вот. Но, кстати, помните, я рассказывала, что портфолио выставляла на сайт? Помните? Да. Вот, и мне написала женщина, и она психоаналитик. И ей якобы там для какой-то работы со своими клиентами нужен рисунок вазы, причем с натурой. Ладно, мы с ней встретились, она мне привозит такую огромную антикварную греческую вазу, начинает мне рассказывать какую-то утомительную историю о том, как она ей досталась, якобы от каких-то там предков. Слава богу, автобус поехал, и я зашла. Так, не нужно, пожалуйста. Ну, солнце мое, древние греки вкладывали огромный смысл в эти вазы. Мам, она мне говорила абсолютно то же самое, но, мам, самое главное не то. Понимаешь, она мне пообещала очень щедрую сумму, и причем не называла никаких сроков, и сказала, чтобы я всю себя вложила в эту работу, в вазу. Ну, деньги не пахнут, поэтому я хочу скорее закончить. Ну, пусть он здесь. И все. Слушай, я на своем веку повидал много таких, как ты. Самоучки, которые думают, что их искусство кому-то нужно. Вы все молодые считаете, что вам все нипочем, горы свернете и так далее. Но я, как твой отец, не хочу, чтобы ты повторяла путь этих гор и творцов. Поэтому мы с мамой подкопили немного. И вот, Это что? держи. Ну, посмотри. Открывай. Угу. Там написано. Да вон, смотри. Пап, ты серьезно? Ну, конечно. Мам, он серьезно сейчас говорит. Абсолютно. Да. Мы считаем, что получить высшее образование это важнее Да, всего. конечно, папа, у меня парень есть. И что?
в каждом моем сне. Воплощение любви, живущее во мне. Не могу не думать, как ты там сегодня, о чем мысли в твоей голове и как твое утро. Каким был кофе в кружке, что остался на дне. Ты мое море, самое теплое море, волны, кипящие во всем моем горе. Ты мой повод жить и выживать, чтобы однажды увидеть тебя и снова обнять, всю боль отнять и сказать, что больше я никогда не окажусь дальше, чем наша комнатная стена. Ты абсолютно в каждом моем сне. Воплощение любви, живущее во мне. Не могу не думать, как ты там сегодня. О чем мысли в твоей голове. Каким был кофе в кружке, что остался на дне. Ты мое море. Самое теплое море. Волны, кипящие во всем моем горе. Ты мой повод жить и выживать. Чтобы однажды прийти, так обнять, всю боль отнять и сказать, что больше я никогда не окажусь дальше, чем наша с тобой комнатная стена. Я не хочу оставаться тут. Одна. Это не ответ. Вот А образование... что ответ для вас? Что? Ты понимаешь, что у меня там друзья, работа? Ты про заказ уже забыл, да? У тебя этих заказов Папа, нет! миллион будет. Что мешает эту вату тебе сюда привезти? Папа пытается сказать... Что он пытается сказать? Что он пытается сказать? Он никогда ничего не пытался сказать, даже сейчас. Просто ты вспомни хотя бы детство, которого у меня в принципе не было. Сначала эти танцы, ладно, кружки, мам, футбол. Мама, о чем ты футбол, мама, а теперь вы здесь меня, давайте запрем меня. Да как ты смеешь так со мной разговаривать? Да! Ты можешь проматывать к этому своему недоноску! И нас здесь больше вообще никогда не видели! Видимо, до тебя до сих пор не дошло! Сколько сил, сколько времени мы потратили на этот подарок! Я даю тебе время до завтра! Ты поняла меня? Все! Разговор окончен! Очередной семейный ужин. Зачем ты так с ней? Ты бы мог быть с ней иначе. Надо снова за свое! Меня этот юношеский максимализм до гроба доведет! Но ведь она говорит о том, что ее волнует, о своих мыслях и чувствах. Тебе ли не знать, что такое отношение в эти годы? Нормальные отношения не это! Это ненормально, я не буду этого терпеть! Не потерпи, просто поговори с ней. Извини, что будет лучше. И я поговорю. А с учебой что? Я столько времени и сил потратил, чтобы только ее порадовать. Я уверена, завтра все наладится. Спокойной ночи, я очень тебя люблю. И я тебя люблю. Просто я очень хочу, чтобы у нее все сложилось лучшим образом. Обязательно сложится. Утро вечером можно. Спокойной ночи. Квартира в сплошном дыму. От сигарет, благовоний и неудачного ужина. Я сижу словно в бреду. Всегда немного простужен. В мыслях город серым пятном разъедает мою действительность. Рассуждения о пустом пробуждают мою сомнительность. В пространстве, граненным стенами, болезненно думать о местах, где нас не было. Болезненно и бесполезно. По квартире летает пепел. От сигарет, благовоний, сожженных чудес повседневности. Тлеющий уголь, как знамя, распаленный моей ответственности. Есть неоспоримый факт, говорящий о бесполезности
почку чужих надежд. Если пусто в душе, значит время сменить маршрут. Запиши в голове разборчиво, без чернил. Если любят тебя, обязательно подождут. Если счастье придет, значит ты его заслужил. Сколько б не было лет, душой будь молодым. И не думай, когда и где будет твой финал. Не любящих тебя спокойно отдай другим. Отражение ищи в душе, А не у зеркала. если дом опустел. Не бойся покинуть дом. Если город не тот, Решайся и двигай прочь. если ленишься ты, Все удастся с трудом. и никто и ничем не сможет тебе помочь. Если любят тебя, Обязательно подождут. если счастье придет. Значит, ты его заслужил. Знаю, моя хорошая, это чувство, что свыклось с ужасом, это смирение с тем, что брошено, что прежде тебя лишь лужится. Как глядят с презрением те, кто выше, остальные же мерзкие самозванцы. Как твой враг здоровьем и счастьем пышет и кружится в танце. Так ты бросила поиски конуры, потому что бабка смерть тебе посулила. Как легко открываешь неведомые миры и теряешься. Я все знаю. И вопли в слепой ночи, и припадки страха средь бела дня. Богатырь полжизни вылежал на печи, чтобы выкапывать. К тебе не минутно отдых, какая лишь. Пятилетней девочкой утром бежишь, камыш, и пока, пившись вином до тупой икоты, разносили в щепки дачу отец и мать. Сидел у речки, и речка шептала: кто ты? И спускалась на землю тьма. А помнишь, как мы познакомились? Мы встретились на рассвете. В том странном холодном лете ты был не брит, окрыленный, расслаблен. Руками касались ярко, говорили важные фразы тихо и мягко. Мы были с тобой той ночью заброшены в парке. Ветрам был моим твоя нежность. Голосам моим твою небрежность. Какой ты красивый был, смелый и доступный. Рисовал мне губы красные, целовал так мягко и страстно, бросая со всех мостов, ловил крепко свои объятия. Мы строили космос складов, где звались планеты имени нашим. А сейчас будто в тесные ловки ютимся в сваречниках многоэтажек. В море пускали бутылки желаний, мечтая, что там на другом берегу их надержишь, что исполнит мечтание, не дав затеряться в полярном снегу. А теперь же то море испит от дна и сушено, выжжено бурями. А мы звездопада все ждем до темна, преклоняясь под звездами пулями. Опыт реальной жизни мажет страницами книжек. Нет, мы не стали хуже и не предали ближних, не опустились ниже, но сломили кисти. Лето ныряет в осень, мы захлебнулись листьями. Нашей луны не видно, вой до зари над звезды. Мы завели будильник, стрелки часов на поздно. Смелость канатоходца кончится у обрыва. Легкая сыпь, но море больше не ждет. Проблеск в конце тоннеля нас навсегда ослепит. Больше не видно цели и не смущает цепи. Узкие переходы, шины, проспект утюжит. Мы навсегда устали, правда не стали хуже. Знойный напал на рассвета оледенел на пальцах. В лужах раздетый космос кружится венским пальцем.
лихо из старой сказки, просит десятку выпить. Где-то кричат от счастья, где-то сплошные схлипы. Мы убежим наружу, но не сотрем границы. Сами себя разрушим, чтобы на миг забыться. Нет, мы не стали хуже, мы потеряли вектор. И равнодушно смотрим, как на кого-то падает мимо. Расскажите, милочка, от чего все ваши галлюцинации? От чего панические атаки феназепамов закусываете? Почему запускаете в себя целые делегации, называя это расхожим словом искусства? Почему у вас, милочка, то бессонница, то депрессия? Почему вам смеяться и радоваться так сложно? В голове у вас даже не винегрет, а месиво. Вы вообще как долец своих с этим набором дожили? Мы сидим тут внутри, разбираем тебя по полочкам. Все новые уголки памяти открываем и страхи свои разбрасываем. Если бы только существовало от нас оружие, но вот только хирургическими путями мы не вытаскиваем. Мы уж который год наводим тут свой порядочек. И ведь тебе приятно, что все раскладывается. Милочка, не пытайся избавить себя от ужаса, когда ты с ним каждый день сталкиваешься. Как спалось? Ну да, давай буду делать вид, что я ничего и никого не слышу. Молодец, помыла голову, а куда нам ответилась? У нас есть дела поважнее. Ты не расслышала? Дела поважнее. Поважнее гребаных сборов в 6 утра. Тебя вот-вот кинет бойфренд, а ты цветочки поливаешь. Ты что, с ума сошла? Да когда ты заткнешься уже наконец, а? Ты думаешь, я ничего не вижу, ничего не знаю? Ну, вообще-то да. Нет! Да? Слушай, отстань от меня ради всего святого, иди измеряй кого-нибудь еще. А кого? Я не знаю. Почему? Что-то случилось, а я об этом не знаю. Ты же знаешь, что всегда можно довериться мне. Старые добрые сеансы психотерапии с твоей обожаемой подружкой. Ну давай, поделись со мной тайной. Я боюсь. То есть накричать на меня ты не забоялась? Ладно,
шалаши из-под одеял, книжки в тайне от матери ночью, силуэты в шкафу, а кровать все равно заправляет нами. Может, позволим себе отказаться от этой надобности? Как скажешь. Ну давай, расскажи мне, что тебя волнует? Все сразу. Не, так не пойдет. Что конкретно? Да все идет не по плану. Я всего лишь приехала в гости к родителям, и началось. Папе снова крышу снесло. Ну, понимаешь, самые обычные каникулы, они превращаются в какое-то выяснение отношений. Ну вот у тебя не было никогда такого, что дарят тебе игрушку, а она тебе вообще не нужна. Потом еще какой-то задача требует взамен. Понимаешь, я уехала в другой город. Я уехала, чтобы стать самостоятельной, чтобы найти себя. Я никому ничего не должна. Не помню, как это называется, но такое поведение часто связано с желанием родителей сохранить все, что у них осталось. Вот пойми, в этой жизни, добрая половина которой уже позади, они цепляются за последнее, что у них есть. Подожди. То есть вот ты правда думаешь, что я это последнее, что у них есть? Да? Ну, в их мире, да. Я не верю. Это еще почему? Потому что не может такой человек, как я, быть единственной опорой и последней надеждой. Знаешь, у них все хорошо, они счастливы, дочка бунтарь свалила уже наконец куда Вот подальше, видишь, не надо меня сейчас. перебивать сейчас. Самобичевание! Не перебивай меня, говорю тебе. Вместо того, чтобы направить злую энергию в положительное русло, ты ее удваиваешь. Что не есть хорошо для нас. Нам-то как раз-таки нужно искать выход из сложившейся ситуации. Что будем делать? Не знаю. Ладно? Давай по-другому. Ты родителей любишь? Люблю. Вторую половинку любишь? Люблю. Ну, так в чем проблема? Выбор очевиден. Слушай, я не вижу ничего очевидного. Дура! Принеси карту. Ты издеваешься. Строй домик. Что? Строй еще. А теперь представь себе вот что. Что весь этот большой родительский дом один большой карточный домик. И его не так-то сложно разрушить. В отличие от этого.
Ты знаешь, что делать? А этот маленький? Ваши отношения с половинкой. Уже чувствуешь разницу? Да, я понимаю, что ломать не строится. Но неужели ты не хочешь, чтобы и этот маленький домик превратился в огромную карточную пирамиду с сотней разветвлений и конструкций, которую, к счастью, не так-то просто разрушить? И знаешь, вот сколько бы я не упрекала тебя и не защищала твоих родителей, выбор очевиден. Это любовь всей твоей жизни, и ты должна вернуться. Я уверяю тебя, что большой дом он никуда не денется. Любовь всей моей жизни даже не может позвонить. Понимаешь, мне нужно всего одно сообщение. Маленькое, крохотное сообщение. Написать там, как у тебя дела, что ты делаешь. Я уже не говорю о том, что скучаешь ли ты. Правда, не понимаю, откуда в близких людях столько равнодушия. Я всегда верила, что у любви нет преград, и что каким бы ни было между вами расстояние, эта сила не будет угасать. А теперь все, кто твердил мне обратно, оказались правыми. Знаешь, и все-таки давай пофантазируем. Вставай. Итак. Давай. Итак. На счет 3. Да. И 3. Как тебе, невестка? Ну все. Мы приняли решение. Валим из этой дыры. Машем ручкой маме и папе, планируем свадьбу. Да, только секунду, я никаких решений не принимала. Брось. Я же тебя знаю как окружение. Ты любишь, по-настоящему любишь. И я, Как твой отец! как частичка твоего сознания, ни за что не дам променять тебе вот это на это. Так что давай. Нет, да, это мамино платье, не надо. А ну и больше не Да понадобится. что за детские игры? Ну как думаешь? Хорошо сядет или нет? Ну, наверное. Давай. Знаешь, ты вся в мать. Разве ты не чувствуешь? Тебя не переполняет тот самый женский инстинкт. Испокон веков свадьба является самым важным событием любой девушки. Чувствуешь, каков масштаб истории? Вечные узы до самой вашей смерти. Да и после нее, видимо, тоже. И хоть я совсем не верю в эту чушь, я верю в тебя. Только представь. Красная дорожка. Ты идешь, все вокруг смотрят на тебя, а точно такое же платье выглядит, ну просто сногсшибательно. Все слова, музыка, лишь белый шум. Ведь для тебя существуешь только ты и твоя любовь. Я не дам тебе это счастье растерять, ты не останешься гнить здесь. Кстати, знаешь, довольно-таки неплохо. Это кто? Не знаю, может быть, курьер. Я заказывала пиццу. Что делаете? Не твое дело. Чего? Не твое дело. В смысле? В прямом. Твой отец задолжал крупную сумму денег. Какие
какие деньги? Подождите, вы не туда. Не твое дело. Меня попросили кое-что забрать, тебе тоже не принадлежит. Будут деньги, будет собственность. Передай, что в следующий раз на месте этой дыры останется лишь пепелище. Считай, это было последнее предупреждение. Не пицца. Подожди, ты сейчас шутишь, да? Ты реально не понимаешь, что это сейчас был? Ты просто понимаешь, что это был коннектор. Это, мать его, коннектор сейчас был! Он может подкараулить его, он просто может, да, подкараулить вот так вот после работы. Он может его убить, не понимаешь, что напал! Папа, зачем нужно было лезть? Я не думаю, зачем нужно было лезть в эти деньги? Для чего нужно было лезть? Вот так ты неправдиво! Так дело заткнись! Яйца в деньгах. Люди готовы поубивать друг друга за бумажки, которые сами же и печатают. Знаешь анекдот про инопланетян, которые прилетели на Землю в поисках разумной жизни? Вижу, знаешь. Так вот и я здесь разумной жизни не нахожу. Ты знаешь, ты спрашиваешь, зачем? А я тебе вот что скажу. Если твой отец ввязался бы, значит, он этого хотел. Рот свой закрой, я тебе сказала, если ты хоть еще раз что-нибудь скажешь про мою папу или про мою маму, я тебя... Отпусти! Говори, я тебе сказала. Думаю, только не души. Знаешь, вот в такой ситуации, вообще в таких ситуациях, как эта, первое, что нам нужно сделать, это успокоиться. На таких мыслях ничего в голову не придет. Да, я подумаю. Я просто немного подумаю, ладно? Дай мне немного времени, да. Господи, просто каждый раз, когда я злюсь, я не понимаю, зачем я злюсь. Это зло, оно никому не нужно, понимаете? Оно не имеет абсолютно никакого смысла ни при каких обстоятельствах. Придумала. Я не могу это объяснить словами. Листочек, дай мне писать. Давай. Так, давай. Ваза. Ну, как добралась? Хватит действовать ей на нервы, все-таки уже год прошел. Я? Как твой отец? Не хочу. Да как ты смеешь так со мной разговаривать? Да так же, как и ты со мной. Лучше подари мне грант. Ты серьезно? Абсолютно. Вот, держи, открывай. Папочка, мамочка, вы у меня самые лучшие. Тише, доча, зачем же ругаться? Только собрались.
К сожалению, мы смогли вырезать только одну почку. Но этого достаточно. Долг погашен. Согласно всем приведенным исследованиям и результатам анализа, я могу сделать следующий вывод. У вас, дорогуша, измена лечится как рак. Никак. Я люблю тебя, Романа! Я люблю вас, профессор. Вы меня вылечите? Обсудим данный вопрос завтра. Нет! Я не могу быть всем и тем одновременно. Сам уже себе все признался. Понравилось? Вот что будет происходить, если ты будешь слушаться их. Даже будут еще фантазии. Плодом твоего воображения я все еще хочу быть самым близким к человеку. Я не хочу затеряться в тысячах таких же ничем друг о другом мыслях, даже если я настоящий. Я хочу стать единственной правдой, единственной твоей надеждой на спасение. Если не тебя, нет. А вот насчет твоего отца стоит подумать. Давай познакомимся. Марк. Я не выбрался. Я не тот, кого ты знаешь, я даже не тот, каким ты меня можешь представлять. Как сказал один мой хороший друг, опухоль, съедающая изнутри человека со множеством имен. Мне это не помогло. Зато я могу помочь тебе. Каждый твой поступок здесь, каждый решение. Острый камень, летящий в стеклянный куб твоего сознания. Забери осколки себе, пока они не превратились в пыль, и беги. Как же хорошо, что я больше не реален. Зато реален он. Вот, скоро придет. Перед ним надо будет ответить на все вопросы. Что это за главное? Кто ты? Я сейчас вернусь.
Пока мы живы, нужно все исправить. Все осознать. Раскаяться. Простить. Друзьям не мстить. Любимым не лукавить. Друзей, что оттолкнули возвратить. Пока мы живы, нужно оглянуться. Увидеть путь, с которого сошли. От страшных снов очнувшись, оттолкнуться от пропасти, к которой мы дошли. Пока мы живы. Многие сумели остановить любимых штучек. Ну, простить по жизни не успели. И попросить прощения не смогли. Когда они уходят в темноту, туда, откуда точно не опознать. Порой хватает несколько минут сказать: «О Боже, как мы виноваты». И фото, черно-белое кино. Усталые глаза знакомым взглядом. Они уже простили нас давно. За то, что слишком редко были рядом. За ни звонки, ни встречи, ни тепло. Лица перед нами. Просто тени. Сколько было сказано не то. И не о том, разве не тени. Тугая боль. И последний штрих скребет, сводит холодом по коже. За то, что мы не сделали для них. Они прощают. Мы себя не можем. Знаешь, если тебя кто-нибудь любит, значит, в тебе есть что-то такое особенное, что делает его счастливым. Узнай, что это. Сделай это сильнее. И тогда тебе будет еще лучше. Спокойной ночи. Я люблю тебя.
Да, конечно. Как ты? Я нормально. Слушай, прости, пожалуйста, за то, что случилось. Мне просто противно от твоих родителей. Ну, то есть ты перенес эту злость на меня? Да, но сейчас все хорошо. Правда, все хорошо. Мне просто очень стыдно, я тебя оставил там в аэропорту. Да, мне тоже стыдно. Сижу, обижаюсь. Хотя сама я могла позвонить. Ну, понимаешь, это чувство дурацкое чувство. Я сплю тебя, я сплю и вижу, и во сне тебя вижу, и везде я вижу тебя и ненавижу, понимаешь? А вот сейчас я говорю с тобой, и мне твой голос не кажется таким плохим. Мне правда это нужно. Слушай, ну если все так обстоит, уже ты вернешься пораньше. Я не могу, тут проблема. Какая? Понимаешь, в первый же вечер, когда я приехала, папе снова крышу снесло. Он про тебя говорил, про работу, про меня. Ну, неважно. И дальше было все нормально, мы помирились, но потом просто кошмар. К нам приходил коллектор. С тобой все нормально? Да. Но они мне подарили грант на обучение в художественном институте. Ты можешь себе это представить? Ты вообще понимаешь, что они мне требуют остаться здесь? Ну это смешно, это просто смешно. Я не знаю, что делать. Это какая-то паранойя. Вообще, может быть, ты можешь как-то помочь мне? Как? Слушай, у тебя же остались ключи от моей квартиры, да? Да. Ты можешь, пожалуйста, прийти и забрать картину? Заказ. Помнишь, я рисовала, когда ты приходил? Ну, перед отъездом. Вот. Ее нужно будет отвезти, я тебе отправлю адрес, там женщина. И нужно будет попросить у нее аванс. Не знаю как, но попробуй, пожалуйста. У меня просто совсем нет денег. Хорошо, я попробую. Спасибо. По почте отправишь, хорошо? Нет. В смысле? Я тебя люблю. Войдите. Извините, вас отвлекаю? Вы на консультации? Нет, мне, конечно, кино вообще вашего толка, но я в другом случае. Молодой человек, если честно, меня не интересуют ваши проблемы ровно до тех пор, пока вы не являетесь моим клиентом, так что ближе к делу. В общем, тут такая ситуация. Я понимаю, что для вас я совершенно не знакомый, и, разумеется, вы меня вообще никак не знаете, я ни на что не могу тут повлиять, но у меня такая ситуация. Вы связывались с моей девушкой Джесси неделю назад по поводу работы. Да, вижу Джесс.
У нее не получилось? Наоборот, очень даже. В чем ты мотив? Понимаете, молодой человек, я не очень доверяю любителям, в особенности якобы знакомому этого работника. Как интересно здесь. Такая глубина, вы не рассматривали картину? Нет, вы не совсем поняли меня. Моя задача вам ее продать. Дело в том, что Джесс сейчас в другом городе, у нее тяжелая финансовая ситуация. Давайте так. Вы дадите аванс за картину, а Джесс потом приедет и нарисует. Молодой человек, вы очень наглый и напористый, я все могу понять, но важно понимание. Рассмотрите картину внимательнее, пожалуйста. Что вы видите? Желтая ваза? Нет, нет, нет. Присмотритесь внимательнее. Это тест, да, какой? Нет, я, конечно, хочу к вам записаться, но еще рановато. Душа. Душа. Видите эти трещинки, сколы? Понимаете? Когда я давала картину Джесс, я дала ей целую вазу. Получилась такая. Ее душа болит, и она не чувствует себя комфортно. Возможно, с вами. Все же могли быть и другие конфликты. Ничего не припоминаете? Ну, да нет. Ну, пока картину рисовал, вроде ничего такого не было. А можно узнать, ваше чем интересно? Раз в неделю я посещаю больницу, где находятся, так скажем, мои запущенные клиенты с серьезными проблемами. Я приношу им какой-либо простой объект, к примеру, эту вазу, и прошу изобразить его на холсте. И вы себе представить не можете, насколько разными могут быть видены людей на столь простые вещи. И это помогает мне понять их. Если же здоровый художник может контролировать свои мысли, идеи, то они вовсе лишились такой возможности. И теперь моя главная задача — это понять, намерены ли трещинки, которые изобразила Джесс на картине. Художник иномыслящий или кричит нам о том, что у него внутри. Знаете, я принесу картину Джесс на выставку, которая у нас периодически проходит. Я покажу ее картину пациентам, а пациент картину покажу ей. Интересно, что же они скажут на это? Смогут ли они отличить ее картину от себе подобных? Но это же другая история. Знаете? Я покупаю картину, но делать ничего не нужно, все уже и так есть. Серьезно? Да. Вы не шутите? Нет. Все, спасибо. До свидания. Всего доброго.
Доброе утро. Привет, мам. Только день. Да. Ага. Немного поспала. Ну да. Чем ты занималась? Да, поспала, поела, тоже поспала. Цветочки мама привела, которые кто-то не понимает. Ну, честно, цветочки ждали только тебя. Ты ведь их по-особенному поливаешь. Мам. Не стоило так делать. Извини. Мам, мне правда сейчас очень неудобно, но вот тут приходи. О, Джесс, это взрослые дела. Ты абсолютно не должна нам никак помогать. Джесс, ты для нас все успела. У меня для тебя кое-что есть. Я уверена, ты даже знаешь, что это. Мам, ты прям сохранил? Конечно. Мам. Ну, солнце, смотри, какая ты здесь. Чудесная. Все больше толстая. Смотри, в шоке будет. Зачем это ты хранишь? Да. Мама, ты ведь тогда так не пришла к нам с папой на карусель. Да потому что это страшно. Мам, что тут страшного? Невозможно на ваших каруселях. Да, я помню. А после этого ты еще смотрела на нас так, как будто бы мы с того света вернулись. Посмотри, вот ты. Обзумисики. Да, было дело. Тебя. Говорил, что в море водятся акулы. Я Ты боялась. знаешь, как мне страшно, блин, было. Я до сих пор плаваю и думаю, что там какая-нибудь акула. Стоп! Зимний парк, вы помните? Вот тогда ты была не права, это точно. Ты говорила: мамочка, папочка, пойдемте в парк. И, конечно же, мы пошли, чтобы просто доказать тебе хоть раз в жизни, что аттракционы зимой не работают. Да, было же холодно. Да, я помню. И тогда все школы закрыли из-за того, что холодно. И... А что я сказала? Ой. Ты трясла карусель, потом еще... Да, ты села на лошадке, вот это помнишь? Да, Ты села, я помню. ты села еще на лошадке? Да, и что ты тогда сзади меня села, мама как всегда там Ты стояла. нас спрашивала, почему мы не едем. Я ты говорила? Да. Мам, пап, я вступила. У тебя тоже Джесс. Пап. Пап. Я подумала просто и... В общем, я согласна. Ага. Спасибо. Простите, что так все лучше. А давайте вечером посмотрим фильм. О, давайте, только явно. Хорошо. Чем планируешь? Я до сих пор не могу. Да я не знаю, порисую пока. Вот. Слушай, наверное, если тебя нужно будет выбрать фильм, потому что я не знаю. О, ну тогда это, я не знаю, кошмар какой-нибудь. Пап! Да ладно. И все. Пойдем выбирать фильм. Да. Все, давай, до вечера. Я очень рад твоему решению. Пойдем. Все? Получается,
Получается, история не закончилась. Я... Господи. Господи, ну это не может быть так. Ну это же ты. Привет. Господи, помнишь, что я сделала? Почему все так хорошо резко стало? Загляди, что ты стоишь. Ты чай хочешь? Нет. Что? Стоп, я ничего не понимаю. Что ты здесь делаешь? Иди сюда, детка. В общем, я тут подумал. Нельзя тебе кто-то уступишь. Вот это аванс. Вот это. Ты шутишь сейчас. Всегда шутил. Я не могу без тебя жить. Я не знаю, что тебе сказать. Ну, Радоваться. я радуюсь. Слушай, может, я внесу? Нет, я хочу сам его вести. Попозже. А. Чтобы вот это вот увидеть. Все, справляемся. Давай. Ты не оставила нам другого выхода. Вася, я все равно ничего не могу здесь сделать. Не забудь. Что думаешь? Чего молчишь? Скажи, о чем ты думаешь? Так вот предавать близких людей. Помнишь Неруху, да? Где мои цветы? Где они? Может быть, у вас?
раз, конечно, ты уверяешь себя, что рассказала им о коллекторе, приходившем в дом. С того момента крыша поехала окончательно. Постоянные ссоры, вина за равнодушие, новый диагноз. Диагноз шизофрения. Ты загремела в больничку. Я к тебе еще пару раз приходил, но затем не видел, в кого ты превратилась. Мне стало так мерзко. Знаешь, ты звонила мне, пыталась понять, почему я не прихожу, где же я, почему я сам тебе не могу позвонить. Потому что ты чокнул сейчас. Мне пришлось сменить номер телефона и забыть. Вот видишь, какой подлец! Ну, в нашем вигваме все прекрасно. Только что сыграли свадьбу. Все, как ты и мечтала. Чувство брошенной любви и неизвестной тебе ненависти сделано свое. Мы счастливы. Ну, давай забудем о нем. Разве нужно нам такое счастье? Я все-таки на твоей стороне. Хоть по-другому я и не умею. Ты должна все сама понять, иначе снова спираль. Мне не нравится твое бездействие. Поднимайся. Ты делаешь большие успехи. Твоя работа выйдет на всемирную выставку, и никто не сможет отличить тебя от здорового художника. Может, это они все больные? Не думаешь? Я так и знала. Я очень горжусь тобой, продолжай в том же духе. Wake from your sleep, dry your tears today. We escape, we escape. And get dressed before your father hears before all hell.
пришло время прощаться, Джесс. Безумно трудно нам дается процесс исцеления, и я устала. Пожалуй, я передам это место кому-нибудь другому. Более опытному и влиятельному человеку. По сути, я лишь лечу симптомы болезни.